Я могу даже сказать то, что я, наверное, никогда не говорил. Есть тренера, которые, да, вот могут так посмотреть на боксера и сказать, вот станет из него боксер или не станет. Вот про меня говорили, что я не станет. It's time for the main event of the evening. Watch your head. You throw that. Right in front, just a little bit too long. Is mauling right now. Right uppercut comes in from Beterbiev. Hey, one more chance, fight's over, all right? To these championship rounds, short left hand, trying to come over the top with the right hand. That's it. It's over. Artur Beterbiev is the unified light heavyweight champion of the world. Этот бой был самым важным боем на этот период в моей карьере. Я трудился, готовился к этому бою очень долго, тяжело, очень фокусирован был на этом. Demolition Derby. That's what he did in that round. Let's listen in to Bostic, clearly affected. Мой тренер в 9-м раунде, когда я пришел в угол, моя команда сказала, все, он закончился, все. Последний раунд, надо поднажать, сказали мне. И я просто постарался поднажать. Я не старался его ударить, просто начал больше работать. Trying to come over the top with the right hand. That's it. It's over. Artur Beterbiev. Когда бой остановили, когда мне дали в руки второй пояс, то есть эти чувства, на самом деле я стараюсь владеть своими чувствами всегда, но чуть-чуть я не мог владеть своими чувствами, чуть-чуть был слишком эмоционально воспринял. Это был рад на самом деле. Приятно быть чемпионом по двум версиям. Дамы и господа, сегодня вместе с нами летит известный российский боксер, обладатель титулов WBC и IBF Артур Бетербиев. 18 октября Артур в Филадельфии нокаутировал в 10-м раунде украинца Александра Гвоздика и завоевал титул WBC. Поздравляем с победой, чемпион! Давайте все вместе поприветствуем Артура Бетербиева. Я с большим удовольствием возвращаюсь в Россию с победой. Я россиянин. Российский флаг – это неотъемлемая часть меня, да? Вообще очень приятно, когда ты боксируешь за границей, когда тебя поддерживает твоя страна, люди. Приятно видеть, что бокс в России развивается. Федерация бокса России Илмар Назарович Кремлев проводят масштабные турниры. Это здорово, и мне бы обязательно хотелось провести бой в России. Дружу со своим соперником. В основном после боя тоже не дружу. В основном, я не знаю. И даже спарринг-партнер, мне нужно, чтобы спарринг-партнер не был со мной слишком хорошим, да, любезным или там как-то дружеским. Я не люблю, потому что я люблю, чтобы он был со мной так же, как и я, чтобы я чувствовал эту опасность, да, вот реально. Все, чтобы как в бою. Старше меня брат, вот я помню, еще до бокса это было. Он меня вот, у нас там такое, я не знаю, может это воспитание или что, я не знаю.
Он меня по улицам возил, как бойцовскую собаку. Вот, ты будешь с ним драться, ты будешь с ним драться. Знаешь, я нет, не мог сказать. Приходилось драться. Вот поэтому, может, я не знаю, вот оттуда пошел этот характер, может, я не знаю. Ну, я в любом случае благодарен всему, что так получилось, потому что это и сделало меня, может быть, каким-то человеком сейчас, я не знаю. У нас не было другого спорта. У нас борьба и бокс только, больше нет. И, по-моему, и сейчас там основные деятельности, то есть основные виды спорта — это бокс, борьба была. У меня старший брат всегда говорил: в следующий понедельник. И так понедельников много уходило. В каком году не сказал, в каком месте не сказал, понедельник говорил. И все-таки один раз повезло меня, сразу был тест. Меня поставили спарринг или драться поставили с боксером, который уже там занимается, там уже давно, уже все умеет, да. И походу я, наверное, не сдал тест. С бокса меня раз 10, наверное, выгнали. Я возвращался. Я не знаю. А с борьбы меня один раз выгнали, я никогда больше не вернулся. Меня обычно вот эти за драки, за хулиганство, вот это, за это меня выгоняли. У ребят отбирал мороженое, раздражали. С мороженым проходили и раздражали меня. Специально. Сами соблазняли меня, потом что делать? Потом меня тренер наказывал. Не нравилось что-то отбирать, знаешь. Потом, я не знаю, потом мне объяснили, что отбирать нехорошо, потом я перестал делать это. У меня первая машина «Жигули» была, 99-й модели. Я когда выиграл турнир, Рамзан Ахматович подарил мне. С детства, можно сказать, он меня поддерживает там. Уже сколько прошло, да, времени? Больше 10 лет, там, 15 лет, сколько там. Заходим? Да, заходим. Рамзан Ахматовичу подарок. Да, это родительский дом. Так что все, когда возвращаются в свой родительский дом, это очень круто. Все, детство, воспоминания, все. У меня папа очень, как сказать, полностью не одобрял мою деятельность. Он больше хотел, чтобы я учился, чтобы я был как-то вот в этом плане. У меня вся школа прошла в боязни, что он придет в школу. С учителями поговорить там или что-то. Так и прошла мне школа. Первый такой весомый турнир, который я выиграл, это я стал призером мира по кадетам, да. И я помню, как мы приехали ночью, и утром папа перед работой, папа посмотрел вот эту кассета у нас была тогда, видеокассета. Он так посмотрел, он говорит: ты не переживай, говорит, ты что, ты проиграл, что ли, этот бой? Говорит, ты не проиграл его, мол, это там с судьями что-то случилось, там, то все, говорит, это ты, мол, не переживай. Как-то поддержал он меня, вот. До этого не было такого. Его друзья, там, кто-то проходил поздравлять, и он такой радовался. Мне это очень запомнилось, вот это последние дни его жизни, он через несколько дней попал в автокатастрофу и погиб. Это 2001 год, Баку, вот First World Cadet Boxing Championship. Да, это была самая большая победа, и которая мне вот, очень папе понравилась, оценил он, что это 2001 год. Он ездил, он перевозил людей, вот, работал на маршрутке водителем. И он ехал на машине, которая напротив едет машина, с него вот это заднее колесо со ступицей, вот эту такая бандура получается. Она прям навстречу, именно на его сторону она поехала. Говорят, который с ним рядом сидел, говорят, что он это на себя принял. Ну, это как они рассказывают. Я помню, мы еще тогда дома были. Мы не знали, нам пришли, сказали, что ваш
папа, я еще маму помню, ваш папа, говорит, в больнице. Мы потом пошли в больницу, это где-то было, нам пришли, сообщили 12 часов, и он уже был без сознания, больше он не пришел в себя. Такой тяжелый период был. И на тот момент у нас был папа кормилец был, то есть мы остались без кормильца, можно сказать. Мне поступило предложение поступить в училище Олимпийского резерва. Я вообще, честно сказать, мне очень это было тяжело что-то делать, как-то начинать. Мне мама попросила поехать. Я не ждал с дома, что мне там что-то отправят, там посылку, там. Не то время было это. То есть я понимал, что мне никто ничего не может оттуда отправить. И я их как-то старался не тревожить. Училище у меня было там, кушать было, там, спать вместо этого все было. И я проспался, иногда вот утром просыпаюсь, там, вроде я же далеко от дома. У меня первая мысль проходила: мама, папа, там все нормально. Потом вспоминаешь, папы же нет там. Так, моменты были такие, ну, а что делать нам? Это жизнь. Жизнь и смерть, они неотъемлемы друг от друга. Вот здесь мои трофеи. У тебя отдельный шкаф, да, получается? Да, вот здесь мои трофеи, медали. Так, у тебя мир, короче, из Милана. Да, вот чемпионат мира Милан. Вот мои удостоверения: мастер спорта международного класса и заслуженный. Да, 2007 год, это очень интересный год был. Это зима была, и мы поехали в горную местность какую-то, у нас тренер тоже. И в это время я заболел, очень сильно заболел там. Мне антибиотики делали 10 дней. Мне за 10 дней до чемпионата России закончили антибиотики делать. Я полноценно начал готовиться за 10 дней до чемпионата России. Я вообще очень сильно заболел. У меня отит уха было. Я кашлял, у меня кровь выходила. До того я сильно заболел, я вот не помню, что это очень, очень сильно. Но все-таки как-то выкарабкался. И когда на чемпионат России мы приехали, там был Макаренко, он был как... Я уже Европу выиграл, я действующий чемпион Европы 2006 года. Реально, к чему я готовился, я выиграл бой с преимуществом 11 очей. На чемпионате мира в Чикаго в финале я боксировал когда с узбеком, это было вообще как-то, знаете, это удивительно. Я попадаю по нему, открываю счет, очко идет ему. Это на экране видно, на табло. Это вообще, как это можно? Прекрасный удар, счет растет в пользу опять узбекского боксера. Ну что же происходит? Ну, я думаю, что... Прекрасный встречный удар. Вы слышите реакцию зала? Да, администрация нашей сборной просто подаст протест на все это безобразие. После чемпионата мира, как мама сама неоднократно говорит, она перестала смотреть прямые трансляции. Она, я честно сказать, я рад, что она не смотрит, поэтому я даже представить не могу, что она чувствует, когда я боксирую, потому что я, когда даже смотрю кого-то там, который мне хотя бы не безразличен человек, да, вот не друг даже, знакомый, хороший, там, я волнуюсь там, да, как я волнуюсь, я знаю, а как может мама, близкие волноваться за своего сына или близкого, вот лучше я буду боксировать, чем волноваться. С китайцем, когда мы боксировали, там, я не знаю, мне вначале 2 очка дали, я не знаю, как они их дали. После этого у меня как будто вот эта моя кнопка, которая работала, она не работала, мне кажется. Вообще больше ничего мне они не дали. Просто замерзла она, эта кнопка. Старался все делать. Очень хотел Олимпийские игры выиграть тогда. То есть это была мечта, которой я шел, годами шел, да. И на тот момент мне было 23 года было мне тогда. После Олимпийских игр, закончились, я очень был расстроен, я уже все, я думал,
завязать боксом, да, уже я узнал, что будет проходить Кубок мира в Москве, рейтинговый Кубок мира, и мне сказали, что там будет и китаец, и узбек, все мои пассажиры там будут, и я решил полететь туда. Китаец не приехал, я не знаю, робот был или кто был, его никто больше нигде не видел, его не слышно, не видно нигде. Так не получилось с ним встретиться, но хорошо, что я посредством этого Кубка мира опять начал бокс. Пришел я опять. Я помню, я взвесился перед боем с Усиком 84 килограмма. Если я сейчас скажу, что я силовой боксер, не подумайте, что я понтуюсь. Я имею в виду, я более контактный боксер. Да? У меня контакт больше там, вблизи, возни. Там, вот. И в этом месте мне нужно силу чувствовать. А я вешу 84 килограмма. И то я себя неплохо чувствую. И то я не считаю, что этот бой с Усиком я проиграл. Да? Удар, который я попал по корпусу, он мне засчитал, я не знаю, за ниже или за что. У меня 2 очка снял в этом месте. За тот нокдаун не посчитал очко. То есть, получается, 3 очка я только в этом месте потерял. Это уже... Я не люблю тоже говорить, там, что вот, засудили или там вот это. Я вообще слово ненавижу, вот это. Я не люблю повторять это слово. Как таковой мысли у меня не было перейти в профи. Да? У меня олимпийский вид спорта, и у меня всегда вот мечта Олимпиада, вот это было. А потом уже как-то я уже, после второй неудачной Олимпиады, я уже как-то, как сказать, уже не хотел уже. Я думал уже завязывать боксом на самом деле. Вообще мне первое предложение поступило профессионально перейти, когда я первый чемпионат России стал 3-м. Прям же, там же на соревнованиях, они с Америки кто-то там был, они мне там начали пророчить про профессиональную карьеру. Да, вот у тебя будет там, у тебя стиль там хороший, то все. Мне вот это еще, это мне было 18 лет тогда, мне с тех пор говорили. Но я перешел профессионально спустя 10 лет, да, 28 я уже начал профессиональную карьеру. Все хорошо так начиналось, потом с промоутером пошли чуть проблемы. Он не хотел выполнять условия, да, контракта. Я никогда не был капризным боксером, я никогда не просил, там, как некоторые боксеры, мне больше денег или там, мне больше этого, того, там, условий. Там. Я всегда там, просто выполнять свои условия, и все, я буду свое делать, ты свое. Они говорили про меня, что я очень сильный, то все, но платили мне одинаково. Конечно, все бывало, все моменты были. Занимал долг, там, брал долг, деньги, как-то вот так. Я плохо говорю на английском. И то, я стараюсь, я шучу с ними вот на английском, на том, который у меня есть, да, вот, рассказываю им какие-то, стараюсь им рассказать анекдоты такие русские, вот, на русском языке. Там. Я всегда там говорю, там, интервью, там что-то. My English not bad, my English very bad. Я честно скажу, у меня там такие 2, 3, 4 анекдоты, которые я вот 100% их помню. А вы знаете, как боксеры это ямки объезжают на дороге? Ямки? Да. Не знаете, вот так? Я когда приехал в Монреаль, вот первое, с чем я столкнулся, вот с этой музыкой. Мне приходилось делать то, что они делают. То есть они врубают музыку, мне приходилось с музыкой тренироваться. Я попросил, в пятницу не будем работать музыка. Потом потихоньку вот, уже я без музыки тренируюсь. Я считаю, что вот бокс это серьезная вещь, да, вот, это твоя работа. Никто же не работает, идет там на работу, какие-то важные вещи там занимается и музыкой. Не работает же никто. Это у меня работа. Я не могу проходить в зал бокса, включать какую-то музыку, и сконцентрироваться на своей работе. Я вот не умею так, я не знаю. Может, кто-то умеет. И мои тренера, вот, которые там, сейчас полностью перестали музыку. Они сами сейчас, даже с другими ребятами, которые работают, они убирают музыку. Я много видел разных спортсменов, например, элементарно, вот, которые
имена не буду называть, вот, которые мы там тренируемся за границей. Они приходят, вот снаряд, лапа, то все, пришли по кругу и все, домой пошли. Я вообще не могу так. Это как ты пришел на тренировку, это бокс, это не там качка там какая-то там, да? Это бокс, там надо подумать, голову включить, там, что тебе нужно, что тебе не нужно, как-то отработать какие-то там комбинации. Калум Джонсон был бой, например. Я его попал, и я чуть-чуть уснул, можно сказать, да? Но я ему попал, еще тогда я так не осознал, что я делаю. Что я делаю, как правильно. И когда я пропустил от него удар, на самом деле этот удар я не пропускал, в смысле, он прошел. Но я видел его, я поставил руку, этот удар прошел мимо, вот отсюда прошел. Вот в этом месте нельзя паниковать, нельзя ничего, да? Вот это от угла тоже зависит в этом месте. Ты идешь в свой угол, и как тебя там встречают, вот это очень интересно. И мой тренер что делает? Он мне говорит: Артур, покажи бокс, говорит. Ты же намного интереснее боксер, чем он, говорит. Ты умеешь намного лучше разные моменты, говорит, знаешь, говорит. Покажи бокс, говорит. Я так посмотрел, и на самом деле это так на ус замотал я, то есть ум взял я и начал чуть-чуть с ним играть, чуть-чуть левый, там все, начал боксировать. Боксировать именно начал, не рубиться, ничего, чисто боксировать. И все пошло. Когда я начал с ним боксировать, уже намного легче было, а ему было намного тяжелее уже. Хороший совет, я это просто и в ринге помню, как он мне сказал, и после уже сколько прошло времени, я и до сих пор это помню. Это вообще интересно было. Я зашел в ринг, у нас, да, план, все там аккуратно, там все начать, там. Я, как гонг звучит, и мне прям в голову мысль залетает: бей вот этот, короче. И я сразу сходу этот бью и попадаю. Видел, как попал? Сразу попал. Вот прям мгновенно пришла мысль, и мгновенно я сделал это. Он очень неудобный, типа. Я когда готовился к нему, я даже представления не имел, что он такой неудобный тип. Я когда с ним уже боксил, вот тогда уже ощущать начал, какой он неудобный. Здесь такие вот корявые и такие. Ты вроде бьешь, и удар вроде им заходит куда-то и выходит, и ничего. Да. Он такой корявый был. Он намного лучше двигался, мне кажется, чем этот Гвоздик. Намного легче он был. Я могу даже сказать то, что я, наверное, никогда не говорил. Есть тренера, которые, да, вот могут так посмотреть на боксера и сказать, вот станет из него боксер или не станет. Вот про меня говорили, что я не стану хорошим боксером. Может быть, я и не стал хорошим боксером, но я что-то выиграл, да. Но это меня больше заводило, чтобы добиться чего-то там. Я верю в то, что талант — это труд. Если ты хочешь догнать тех, которые уже там намного впереди тебя, тебе надо делать в 2 раза больше. Моя цель — стать, как в олимпийском боксе, это самое высшее, это Олимпийские игры. Также в профессиональном боксе самое высшее — это абсолютный чемпион мира. То есть только никому не говори.